Всем привет, всем здрасте, в эфире мастерская дяди Леши. Сегодня хочу поговорить о станке, точнее снова о задней бабке. Тем более, что тема настройки регулировки станка довольно популярна на канале. И давно уже не было роликов на эту тему, поэтому решил вернуться, собственно, к обслуживанию станка. В комментариях под видео, где я показывал о настройке положения задней бабки по горизонтали, у нас с подписчиком под ником, если я не ошибаюсь, Самоделкин-Переделкин, завязался такой, спор не спор, а довольно оживленный диалог по поводу положения задней бабки в вертикальной плоскости относительно центров. Я об этом как-то и подзабыл уже, но на днях я занимался, так скажем, токарным баловством с целью просто попробовать, как это получается. Выточил небольшую рюмочку, вот ее фотография. Видео о рюмочке будет, меня в инстаграме спрашивают, видео будет о рюмочке, но не об этой, а о другой. Я буду делать другую. Вот. А к рюмочке вернемся позже в других роликах. Вот. Что касается задней бабки. При глубоком сверлении, относительно глубоком, миллиметров 30-40 в глубину, большим сверлом на 19, я заметил, что сверло вроде бы как зажимается, потому что заготовка сильно разогревается, начинает дымить масло, которым я поливаю. И я пришел к выводу, что скорее всего задняя бабка все-таки чрезмерно приопустилась. И поэтому, собственно, вот этот ролик и задумался. Сегодня проверим, во-первых, все тоже положение задней бабки относительно центра в горизонтальной плоскости. Ну и попробуем проверить и выясним все-таки, в каком положении у меня находится задняя бабка относительно центра в вертикальной плоскости. Для начала почистим станок. Уберем вот этот весь бардак, который тут остался после последних работ. Ну и наведем небольшой порядок на верстаке. Ну вот, станок приведен в надлежащий вид, в надлежащее состояние. Теперь осталось перебрать гитару на автоподачу, установить заднюю бабку. И когда будет уже настроена автоподача, еще нужно будет смазать ходовой винт и закрывающие его кожуха. Вот. Итак, занимаемся гитарой. Гитару на автоподачу настроил, взял даже в руки скалку, но решил предварительно проверить положение пиноли в
пространстве относительно центра, собственно, шпенделя. То есть вот это вот отклонение. Для этого вывел пиноль из задней бабки полностью. Она сошла уже с винта. Еще немножко отодвинул на пару миллиметров. Установил индикатор. И продольной подачей двигаем вдоль пиноли. Ну что ж, как видно, все довольно неплохо. Стрелочка индикатора дергается немножко по пиноли, когда попадает в выгравированные циферки шкалы. А в целом все в пределах полусотки. По-моему, просто превосходно. И вот установлена скалка для проверки положения задней бабки в горизонтальной плоскости. Индикатор в нуле. Все на месте, все готово. Напомню, что скалку я сделал, она до соточки, то есть диаметр одинаковый. Ну, здесь вот может быть и не очень точно, а вот на конце вот здесь и на конце здесь размеры одинаковые вплоть до 1/100 миллиметра. Так, проверяем. И вот что мы имеем. Отклонение 0,02. То есть отклонение в горизонтальной плоскости в пределах допуска. Для контроля положения задней бабки в вертикальной плоскости, в принципе, применяем ту же процедуру, только индикатор ставим сверху. Опять он в нуле. Так, немножко, да. Немножко я поспешил. Так. Вот, уже даже я вот отодвинул немного, уже видно отклонение. Сейчас мы индикатор вернем в ноль. Вот, индикатор в нуле. Напомню, что там в комментариях под роликом, который я упоминал, я говорил о том, что центр задней бабки ниже центра шпенделя у меня примерно на 1/10. Так, проверим, что у нас творится с этим положением сейчас. Так, чтобы не упереться нам в патрон. Ну и вот. Пожалуйста, 8 соток. Как было, так и осталось. Примерно около 1/10. То есть налицо нормальное положение задней бабки. Ну и вот, что у нас получилось. Исходя из того, что положение задней бабки согласно вот нашей проверке по скалке, я затрудняюсь ответить на вопрос, почему подзаедает сверло. Может быть, сверло кривое, хотя вряд ли, сверло новое. Вот. Почему так происходит, я не знаю. И к тому же надо сказать, что не только большое сверло заклинивает. Еще 8,5 у меня есть сверло, его подклинивает тоже. Но там точно сверло, скорее всего, кривое, потому что я перфоратором им сверлил, его закусило. В общем, перфоратором чуть руки не поворачивало. В общем, такая вот случилась неприятность. Ну, то сверло, скорее всего, да, скорее всего, оно испорчено. А вот это не знаю. Ну и выходит, возвращаясь к этой процедуре, выходит, что автоподачу настроил я, ну то есть настроить автоподачу я поспешил, потому что она не пригодилась. Я вспомнил, что я скалку вывел полностью в одинаковый диаметр. Вот, ну такой получился ролик. Не знаю,
полезный, не полезный. Ну, однако вот, да, хочу еще сказать, что специалисты рекомендуют заднюю бабку настраивать таким образом, чтобы она была несколько выше центра вращения шпинделя. Почему? Потому что при движении по направляющим станины опорные поверхности задней бабки постепенно изнашиваются, и она со временем опускается. Ну, в общем, вот что я хочу на сегодня сказать. Пожалуй, буду заканчивать. Не забывайте заходить на мои странички ВКонтакте и в Инстаграм. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока, всем привет.